Очередной видеоурок вождения по новому регламенту в условиях города. Начинаем движение с парковки, поворачиваем налево. Когда нам ограничен обзор, мы должны выдвигаться черепашьим шагом до тех пор, пока у нас не будет видно. Видим, что там на место хватает, и, соответственно, выполняем маневр. Здесь поворачиваем направо. То же самое, правый поворот проходим по возможности ближе к правому краю, так чтобы при выезде мы оказались в правом ряду. Поворотник отщелкнулся, помним, слушаем. Включаем его еще раз. Так, выполнен поворот, в правом ряду оказались, двигаемся далее до светофора. На перекрестке со светофором или на регулируемом перекрестке поворачиваем налево. А нет, давай лучше прямо поедем. Более сложный момент. Не развалимся с миллиметрами. Первую передачу. Сцепление выжмем. Не забываем, если мы остановились или снизили скорость, первое, что мы делаем, проверяем, какая у нас передача. Если у нас скорость менее скорости шага, включаем первую. Давай, сейчас светофор закончится уже. Теперь уже можно. Пешеходов надо пропустить уже. У них зеленый. Опять первую. Не торопись, не суетись, все успеешь. На следующем перекрестке нерегулируемо двигаемся в прямом направлении. Перекресток с пересечением трамвайных путей. Трамваи пользуются преимуществом в данном случае. Выкатываемся потихонечку, смотрим, чтобы никого не было. Первую передачу не забываем. Доезжаем до трамвайных путей, останавливаемся. Поехали. Нам надо объехать стоящую машину. Левый поворотничек, смотрим, пропускают, не пропускают. Вот она поехала, значит, за ней встраивайся. Поворотничек. При подъезде к железнодорожному переезду смотрим, чтобы за переездом было место, куда нам выехать. Если нет, то приостанавливаемся у шлагбаума. Либо, если есть табличка «Стоп», значит на ней, либо за 5 метров до шлагбаума. Место есть. Проезжаем дальше. На следующем перекрестке поворачиваем налево. Поворотник включен. Ну зачем ты так переключаешься? Здесь у нас уступи дорогу. Опять включай первую. Еще чуть-чуть подкатываюсь. И можно ехать. Тормоз держим. Заглох двигатель. Неуверенное пользование органом управления 1 балл.
пускай как только тыр-тыр-тыр начинается. Второй раз оглох двигатель. Ногу на газ. При таком любом криволинейном движении мы смотрим обязательно по зеркалам во время выполнения этого криволинейного маневра. Кто-то нас может подрезать, ехать по другой траектории. Чтобы у нас не было проблем, мы должны следить за безопасностью. Если увидели табличку пешеходного перехода, посмотрели направо-налево, чтобы не было машин. И пешеходов, то есть. Набираем максимальную скорость. Какая здесь скорость? Не видела. Девчонки, какая здесь скорость? Почему? Впереди точно 40. Впереди точно 40, а сзади кто видел знак? Никто не видел. Значит 60. Здесь вот 40. С момента установки знака скорость у нас должна быть меньше, чем 40. Если на знаке 40. Здесь не было знака стоп, поэтому ты остановилась. Таблички стоп не было, поэтому ты остановилась, не доезжая в скорость светофора правильно. Смотрим в зеркало и обязательно следим за линиями разметки. Если разметка не позволяет, то ищем место, где позволяет. Обычно перед пешеходными переходами, перед перекрестками всегда есть кусочек сплошной линии. Здесь перекресток большой, поэтому можно одновременно выезжать в несколько машин на этот перекресток. Почему не включен левый поворотник?
зеркало во время движения налево. Обязательно привыкайте во время любого криволинейного движения смотреть по зеркалам, где у нас кто есть. Даже если никого нет, все равно посмотрите, вдруг откуда-то быстрая машина подъедет или еще что-то, кого-то мы не видели. Безопасность прежде всего. На следующем перекрестке поворачиваем налево. Если поступает такая команда, значит занимаем левый ряд. На самом перекрестке это сделать будет нельзя, там уже есть сплошная линия. Поворотничек включен. Здесь у нас левая стойка может мешать левому углу обзора. Обязательно выглянули из-за стойки, чтобы не было пешеходов. И двигаемся далее в прямом направлении. Здесь вот лучше направо перестроиться или нет? Сейчас у тебя команда будет на следующем перекрестке повернуть направо. Правый ряд. Вон там, где таксист разворачивается, это у нас получается перекресток. Правый поворотник. Медленнее, сцепление выжимай. Куда тебя выносит? Не успеваете повернуть, выжимаете сцепление, подтормаживаете. Потом определитесь, какую передачу включать. В каком мы ряду находимся? Нет, В левом. Поворотник был включен? не было. Не был. 3 балла. Ну а тут вот они как получается полторы полосы. Не вопрос. Прежде чем ты отъезжала от порты, при повороте направо должна была оказаться в правой полосе. Если правая полоса занята, сразу включайте левый поворот, отжимаетесь настолько, насколько нужно. Если едем прямо, поворотник выключаем и двигаемся в прямом направлении. На следующем перекрестке поворачиваем направо. Вот это у нас выезд из двора, а вот это вот будет перекресток. Вот на этой улочке обычно и выполняются все такие маневры, которые нам нужны. У тебя скорость меньше скорости шага. Какая передача? Куда ты выезжаешь? Смотри, где у нас край проезжей части, где мы. Вот что мы сейчас делать будем? Выворачивай быстро руль и... Он даже испугался, что ему дорогу перекроешь. Вот эта вот ошибка фатальная. С правой стороны выбираем место для совершения остановки автомобиля задним ходом, параллельно тротуару или параллельной парковкой. Я не знаю, как будут объяснять инспектора. Значит, здесь мы включаем правый поворотник, доезжаем параллельно с стоящей машиной. Останавливаемся параллельно с ней, так чтобы у нас зеркала были на уровне. Расстояние между машинами берем в пределах от полуметра до метра. Включаем заднюю передачу. Что надо дальше делать? Выворачиваем руль. Руль вывернут. Смотрим по зеркалам, не создаем ли мы кому-либо помех. Если не создаем, то первое действие — выбираем угол примерно в 30 градусов. Вот есть две машины сейчас проверяю. Если есть, пропускаем. В зеркале в этом тоже видно. Две машины прошли, начинаем действие. Примерно угол выбран. Ставим руль ровно. 2 оборота назад. Раз, два. Двигаемся далее. Еще раз лучше включить правый поворотник. Мы давайте будем включать при маневрировании. У нас 2 есть противоположных мнения. Но поскольку не включенный поворотник 3 балла, а неправильно включенный 1 балл, то давайте лучше будем включать. Но здесь у нас 2 условия. Первое условие — поравняться передней части нашей машины с задней той. Второе условие — смотрим расстояние до бордюра по правому зеркалу.
от колеса до бордюра должно быть примерно от полуметра, ну, лучше полметра держать. В зависимости от угла поворота. Если угол более плавный, менее 30 градусов, можно ближе подъехать. Если больше 30 градусов, значит меньше. Сколько у нас там примерно расстояние? Ну, больше, чем. Больше. Двигайся, значит, дальше назад прямо. Двигайся, как ты считаешь нужным. Третье условие у нас — это просвет между проекцией нашего бока до стоящей сзади машины должен быть не менее метра. Этот просвет у нас там выполнен, поэтому наша задача сейчас выполнить только лишь подъезд к бордюру. То есть отсюда решил выравниваться. Ну давай. Руль вывернут до конца налево. Продолжаем движение назад. Сейчас задача третьего шага, по берегам очередного шага, поставить машину параллельно с бордюром. Машина параллельно стоит, то есть вот у нас линии проекции нашей машины боковой примерно параллельно с бордюром. Вопрос только в том, что расстояние от нашей машины до бордюра, ну, больше метра. Не знаю, как на это оценит инспектор. Это, чтобы было меньше, нужно было... Надо было дальше к бордюру подъехать. Выезжаем с парковочного места, включаем левый поворотник, включаем первую передачу, смотрим по зеркалам. Руль у нас вывернут, крутить его уже не нужно. Единственное, что руль вывернут на полную, поэтому если мы будем быстро ехать, машину сильно вынесет налево. Поэтому потихонечку выезжаем и вовремя перекручиваем руль. Как-то так. Следующее задание — развернуться в ограниченном пространстве с использованием заднего хода или разворот в ограниченном пространстве. Как выполняется, помнишь? Ну, здесь двухполосная дорога, да? От бордюра можно. Да. Значит, включаем правый поворотник, прижимаемся к бордюру, ну, чуть дальше. Там, где у нас не перекресток, а именно будет бордюр нас ограничивать. Значит, в такой ситуации при движении назад у нас будет зад уходить как бы подальше от того места, где мы находимся. Поэтому нам не надо особо близко подъезжать к стоящим машинам. Останавливаемся, включаем левый сигнал поворота, выкручиваем руль до конца налево, смотрим по безопасности по зеркалам вперед. Если никому не создаем помех, двигаемся вперед в одно движение максимально, для того, но не касаемся бордюра. В этом положении, чтобы мы опять же не создавали помех, перекручиваем руль. Смотрим за безопасностью. Если здесь нам кто-то будет двигаться, то есть те, которые находятся слева от нас машины, они могут проехать по своей полосе, мы должны им уступить дорогу. Те, которые справа, мы смотрим на их реакцию. Они нас также могут либо объехать, либо не объехать. Назад двигаемся ровно настолько, сколько нам хватит, чтобы выехать вперед. Опять же смотрим за безопасностью, перекручиваем руль, пока стоим. Включаем левый сигнал поворота и начинаем двигаться вперед. То есть вот сейчас у нас машина проехала, мы ей как бы уступили дорогу, мы не помешали никому. Если бы начали двигаться, а та машина не приняла решение вас пропустить, то вы бы создали помеху, и это был бы не сдан. Понятны нюансы? У меня пропускаем всех, пока... То есть вот пока мы выполняем этот маневр, мы не должны также создавать помех для других участников. Но если мы перекрыли дорогу, то те машины, которые будут двигаться по своей полосе и не смогут проехать, они сами остановятся. Только убедившись после того, как они нас пропускают, мы можем продолжать маневр. Если они не остановились, а хотят, нарушив правила, объехать нас по встречке, а может быть это и не нарушение правил, здесь же нет сплошной линии. То есть если они хотят нас, мы должны убедиться, что они сделали какой-то маневр, объехали, только тогда начинаем или продолжаем выполнение своего. То есть здесь безопасность работает так, что в каждой отдельной ситуации мы должны понимать,
чтобы мы не создавали помех. Как это выполнять? Ну, каждый раз по-своему. То есть, если водитель сам остановился, чтобы нас пропустить, соответственно, мы ему не создали помех. Если же он хочет нас объехать, а мы начинаем трогаться, ему мешаем, пугаем его, то мы создали помеху. Двигаемся далее в прямом направлении. Вот там, где справа стоит, моргает машинка, там мы будем выполнять парковку задним ходом с поворотом на 90 градусов. Вот, кстати, та машина там что-то похожее выполняет. Мы подождем? Посмотрим по ситуации. Если там есть место сделать рядом, значит будем делать рядом. Если нет, то значит будем ждать. Правый поворотничек включаем, прижимаемся к правой части. Смотрим, что она у нас делает. Тут нам вынуждены ее подождать. Останавливаемся, не забываем про передачу. И поехали далее. Она решила назад припарковаться с движением вперед. Как-то странно катается здесь что-то. Тут небольшой наклон. То есть она не зафиксировала машину и так катается туда-сюда. Это неправильно. Видите, да, ошибки других? Вот это вот туда-сюда катание, я не знаю, как оно будет расценено. Передача вроде бы однократно включена, но если вы видите, машина катится не так, как вы хотите, вы должны принимать какие-то меры, чтобы она действовала так, как вы хотите, а не так, как получается. То есть надо здесь быстренько нажимать на тормоз в нужный момент. Ну что же она туда-сюда не может никак остановиться? Вот, наконец остановилась. Значит, что здесь характерно, да? То есть мы сейчас при заходе на вот эту парковку задним ходом смотрим, как стоят здесь машины, для того, чтобы понять, какое расстояние сзади у них есть до препятствия. И нашим ориентиром при движении назад будет стоящая припаркованная машина. То есть, если сейчас мы видим, там за ней есть еще примерно метр запаса, значит, мы будем вставлять параллельно так же, как стоит она, ну, ориентируясь на ее зеркала. Еще один нюанс. Оцените, машина может быть больше, чем наша, и может быть меньше, чем наша. Соответственно, сделаем корректировку на движение назад. Понятно? Начинаем движение. Так, мы начинаем движение от правого края всегда с левым включенным поворотником. Начинаем движение. Тут же поворотник выключаю. Тут же правый поворотник для того, что мы прижимаемся направо. Проезжаем так, как мы учились. Тут есть несколько способов. То есть вот сейчас при таком заходе мы можем как на 45 градусов поставить машину налево, так и прямо. Когда мы ставим прямо, останавливаемся, включаем заднюю передачу, поворотник у нас включен, выкручиваем руль до конца, направо, естественно, да, все правильно, и начинаем двигаться назад. То есть при таком раскладе вот наша стойка сейчас находится чуть дальше, чем боковая часть той машины. Прежде чем двигаться назад, обязательно посмотрели по зеркалам, что мы не создаем помех. Если у нас здесь слишком далеко машина отходит, у нас есть возможность поправиться, Можно выдвинуться вперед. поправляться, Как да? хочешь. Здесь ты принимаешь решение. Если нет Ну, это разметок, будет ошибка или нет? я не знаю. Если есть место и нет разметки на этих, то можно делать в одно движение. Единственное, что в следующем моменте мы ищем параллельное состояние. Нашли, остановились. Руль перекрутили ровно. Ну еще полоборотик, вот так вот. И дальше двигаемся назад до уровня тех машин. Ну, наша задача выставить по зеркалам. Ну, примерно так. После того, как мы это сделали, машина зафиксирована.
То есть у нас она не катится. Следующую команду ждем. Выезжаем с парковочного места направо. Включаем правый поворотник. Смотрим за безопасностью. Первую передачку не забудем. Посмотрели за безопасностью. Посмотрели несколько раз, потому что мы выезжаем медленно. И машины могут быстро подскочить. Чтобы у нас не произошло это для нас неожиданно, мы должны во время любого медленного криволинейного движения постоянно смотреть по сторонам. То есть туда-сюда, туда-сюда. Сцепление до конца. Поворотник правый. И выезжаем направо. Так, следующая команда. Набираем максимально разрешенную скорость. Видим, стоит машина на траектории. Левый поворотник включи, чуть-чуть отожмись. Сильно не отжимаясь, поворотник выключаем. И набираем максимально разрешенную скорость. Какая здесь скорость? 60. Набираем. Третью передачу. Следим за спидометром, чтобы не превышать. Если есть возможность опередить, опережаем транспортное средство, которое находится впереди. Если нет, значит просто двигаемся максимально приближенно к 60, чтобы та возможность, которая была для обгона, не засчитывалась нам, что мы этого не сделали. Понятно? Вот ты сейчас едешь 50. Вот так вот ехай. Если будешь к нему приближаться, соответственно, будешь выходить левее и обгонять его. Если не будешь, значит будешь продолжать, то есть у тебя нет возможности. Он сейчас все равно будет останавливаться, поэтому будет снижать скорость. Занимай левее положение. Резко рулем не крутим. Чем больше скорость, тем меньше движение рулем. На следующем регулируемом перекрестке поворачиваем направо. Посмотрели по зеркалам, смещаемся. Поворотник выключили, чтобы не было этого проезда. Еще раз включили сцепление, подтормаживаем, выбираем скорость, на которой пройти поворот. Ну ты че вот круть? Вот, левый поворотничек сразу включай. Не успела. Что на этот ряд? Что на этот ряд ты перестроилась. Как только начинаете спешить, начинаете сыпаться. Да там на перекрестке. Надо было тормозить перед перекрестком. Ну, помните, любой поворот надо проходить чисто по траекториям. Для этого надо проходить его медленно. Остановилась. Настя, это уже это. Ну, а что ты ту женщину не пропускаешь? Она же тоже идет на пешеходном переходе, можно сказать, да? То есть, в любом случае, мы посмотрели, если есть знак пешеходного перехода и налево, и направо. Иногда нам стойка мешает, и очень часто бывают аварии на пешеходном переходе. Ну как аварии? Сбивают пешехода или мешают его движению, потому что не видят из-за стойки, что он подходит. То есть у нас есть слепая зона, которая нам много чего перекрывает. Видишь автобус? Разгоняйся под него быстрее, чтобы тебе не засчитали, что ты ему нарушила, что ты ему помешала. Когда мы перестраиваемся, мы должны понимать, что по другой полосе машина может ехать быстрее. И она вынуждена будет тормозить под нас. А это значит, что мы ей не уступили дорогу. Поэтому, как только выходим в другую полосу, где есть вдали машина, сразу набираем максимально разрешенную скорость на этом участке. Здесь была 40, надо было сразу быстренько ее набирать. Держи максимальную скорость. Иначе тебе засчитают, что ты создаешь помеху без необходимости двигаясь с малой скоростью. Либо уходи в правый ряд. Какая здесь максимальная скорость?
знак не Я видела. знак не видела. Ну там, где ты стояла, был 40, а потом он закончился. Сейчас уже 60. Вот здесь нам нужно обогнать этот тракторочек. Для этого следим за разметкой, где это можно сделать. На следующем перекрестке поворачиваем направо. Поворотник не забываем. Выключили, если мы едем прямо. Остановилась. Сцепление до конца. С правой стороны выбираем место для остановки и будем меняться. Можно проехать тут? Ты выбираешь место сама, но у тебя как бы было несколько вариантов. То есть вот этот вот проезд, от него 5 метров отделяем, правый поворотничек включаем, останавливаемся, фиксируем транспортное средство. Так, это видео мы заканчиваем. Сейчас будет новое.